Приветствую всех! Сегодня я бы хотел вам показать отдельно взятую часть из моего последнего рига, а именно контролируемая последовательность вращений. Я покажу вам, как, создав лишь один раз этот риг, вы сможете использовать его для разных ситуаций. Сейчас я буду в основном делать акцент на использовании этого рига для анимации щупалец, но область его использования намного больше. Он подойдет как для анимации хвоста зверя или рыбы, движения змеи, а также хобота слона. Итак, приступим к созданию. Первым делом мы создадим несколько цилиндров, которые станут нашими контроллерами. Каждый элемент поместим последовательно в данном порядке. Выделим все эти элементы и зафиксируем их координаты. Выделим только объекты и наложим на них тег экспресса. Для удобства переименуем наши null-объекты, добавив префикс n. Зайдем в первый тег экспресса и перекинем в его редактор объект с суффиксом 0 и объект с суффиксом единица. И добавим для объекта с суффиксом 0 в порты вывода вращение отдельно каждой оси. Для объекта с суффиксом единица мы добавим в порты входа фиксированные значения отдельно каждой оси вращения. Таким образом, мы сразу даем себе возможность управлять отдельно каждым элементом рига, так как последующий элемент будет зависеть не от обычных координат, а от фиксированных. Копируем эти две ноды и переходим в следующий тег. Вставляем эти ноды и перекидываем в каждую ноду объект на порядок выше. Копируем и делаем то же самое для следующей части. Выделяем null-объекты, начиная с суффикса единицы, и присваиваем им тег экспресса. Заходим в тег экспресса и притаскиваем в его редактор объект с суффиксом 0, а также притаскиваем объект с суффиксом единица. В обоих нодах мы будем использовать фиксированное вращение для отдельно каждой оси. Также копируем эти две ноды и вставляем в следующий тег следующего null-объекта. Каждый объект в ноде меняем на порядок выше. Не спутайте объект и null-объект. Эта связка нод поможет нам вращать до 3 контроллеров за раз. Но этого все еще недостаточно. Так как вращение прекращается сразу после третьего контроллера, то на его родительский null-объект мы добавим тег принуждения. И будем работать в режиме PMV. Перейдем во вкладку этого режима и отключим позицию. Вращение мы изменим на локальное. Добавим к этому тегу суффикс 0, так как именно с него он будет принимать вращение. Вернемся во вкладку PMV и добавим в цель наш объект с суффиксом 0. И проверим, что у нас получилось. Как вы видите, все контроллеры двигаются, но до тех пор, пока мы не создадим больше колец. Давайте сделаем это. Для этого я просто скопирую два последних элемента. Переместим контроллер за его null-объект. Для удобства переименуем и удалим их теги. А новые просто скопируем с последних элементов. Зайдем в скопированный тег и добавим новый объект на индекс выше. Также поступим и для null-объекта. Тег принуждения можно скопировать без изменений. Добавим второй ряд тега принуждения.
добавим его название суффикс единица. Отключим позицию и включим локальное вращение. В цель мы добавим уже объект с суффиксом единица. Как вы поняли, для каждого нового контроллера будет создан новый ряд тега принуждения с новой целью на индекс выше от предыдущей. Хоть мы и добавили новую цель, но как вы видите, последний объект все еще не наследует вращения. Для корректной работы тегов принуждения мы будем использовать условия. Создадим null объект и дадим ему тег экспресса. Зайдем в него. Добавим первый ряд тегов принуждения и добавим в их порты входа в общих свойствах активацию. Создадим логическую ноду равно и в настройках поставим галочку напротив не равно. Перекинем объект с суффиксом 0 в редактор. На его выходе добавим порт вращения. Соединим его выход со входом логической ноды, а выход логической ноды со входами нод тегов принуждения. Таким образом, при каком-либо вращении объекта с суффиксом 0 на первый ряд тегов принуждения пойдет активация. Добавим второй ряд и заменим элементы на индекс выше. Проверим, что у нас получилось. Как вы видите, все работает отлично. Готовый риг вы можете связать с вашими костями и добиться возможности манипуляции над ними. Это все, что я хотел вам показать, и надеюсь, что у вас все получится. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментарии. Всем удачи!